Китай наносит удар по Тайваню. Что дальше? Такого сценария в НАТО не ожидали. Генсек раскрыл шокирующий сценарий войны на 2 континентах. Ему ответил президент России. Женщины на фронт. Кто говорит правду? Рада в бешенстве. Мобилизация женщин – фейк или планы на осень? Союз, который еще вчера казался невозможным. Первый совместный фильм. Это дипломатия, угроза или фарс? Польша срочно усиливает контроль на границе. Белорусский маршрут для мигрантов в ЕС и тревога на восточном фланге. Третий удар за неделю. Россия методично бьет по ТЦК. Что за этим стоит? Срыв мобилизации или нечто большее? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Новый скандал в Украине. Мобилизация женщин. В сети распространяются слухи о якобы подготовке к такому процессу. Поводом стала недавняя цитата бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который заявил, что, цитирую, «информационная кампания уже идет», конец цитаты. А к осени, по его словам, вопрос могут вынести на обсуждение. Уже постерами все забито, уже на англоязычные ресурсы, англоязычные каналы, принадлежащие государству, влияют. Уже стратком ЗСУ, какие женщины молодцы, там, в форме и без формы, стали и прочее, прочее. Я думаю, осенью, да, не снимая свой прогноз, осенью пойдет речь о мобилизации женщин уже, может и быстрее. Если вы начали в июле, вполне, может быть, такие кампании обычно длятся 2-3 месяца, простите, значит, в сентябре может пойти вопрос о том, что женщин будет призывать. Но на это отреагировали и в Верховной Раде, и не только. Призывают не верить Алексею Арестовичу, который в 2022 уже войну за 2-3 недели заканчивал. Женщин не будут мобилизовать. Пожалуйста, не слушайте Арестовича. Мы уже через 2-3 недели все закончили. Рада никогда не разрешит мобилизацию женщин. Выдыхайте. Центр противодействия дезинформации назвал подобное заявление частью дезинформационной кампании, которую активно продвигают через пророссийские каналы влияния. В ЦПД подчеркнули, что решения о мобилизации женщин не принимались, а слухи распространяются с целью посеять панику и недоверие. Китай наносит удар по Тайваню, при этом Россия внезапно атакует страны НАТО в Европе. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times предупредил, что именно такой сценарий может быть реален. По его словам, если Пекин решит атаковать Тайвань, то с очень высокой вероятностью попытается использовать Россию как отвлекающий фактор. Если Си Цзиньпинь нападет на Тайвань, он сначала позвонит своему младшему партнеру во всех этих делах Владимиру Владимировичу Путину, который живет в Москве, и скажет ему: «Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, атаковав территорию НАТО». Рютте тревожит то, насколько активно Россия пополняет арсеналы. Цитирую его далее. «Москва производит столько боеприпасов за 3 месяца, сколько НАТО за год», конец цитаты. И это происходит на фоне поддержки со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. В интервью он говорит, что мир должен начать рассматривать Россию и Китай как единую угрозу, способную скоординированно нанести удары сразу на 2 континентах. По мнению Рютте, Запад уже не может позволить себе роскошь смотреть на региональные конфликты изолированно. Генсеку ответил другой СЕК из Российского Совета обороны Дмитрий Медведев, как обычно, с угрозами. Генсек Рютте явно объелся волшебных грибов, излюбленных голландцами. Ему привиделся сговор Китая и России против Тайваня, а затем нападение России на Европу. Но он прав насчет одного. Ему стоит учить русский, может пригодиться в сибирских лагерях. Граница снова под прицелом. Польша вводит контроль на стыке с Литвой. Нелегалы прорываются из Беларуси.
Польша экстренно возвращает пограничный контроль на северо-восточной и западной границах. С вечера понедельника, 7 июля, границу больше не пересечешь беспрепятственно. Причина – лавина нелегалов, пытающихся прорваться из Беларуси в ЕС. В Варшаве решили действовать на опережение. Контроль вводится на месяц до 5 августа. Проверки будут выборочными, но касаться будут не только машин. Усилят надзор и за зеленой частью границы, проходящей через леса, поля и реки. Польские пограничники планируют проводить проверки в 13 пунктах контроля. Дополнительных виз не потребуется, но полиция и пограничники уже развернуты на рисковых участках. Количество сотрудников, которые будут работать одновременно, будет зависеть от ситуации и нагрузки служб, а также от количества вызовов. В некоторых случаях полиции и сотрудников службы государственной охраны будет больше, в других – меньше. В основном мы будем работать имеющимися силами, а дополнительные ресурсы будут быстро выделены в случае необходимости. Литва подтверждает, за 3 суток к ним не допустили почти 150 мигрантов с белорусской стороны. Более того, литовцев уже срочно отправили в Латвию помогать в борьбе с растущей вторичной миграцией. Поляки установят контроль на 13 пунктах пропуска, на 3 круглосуточный. Литовский министр Владиславас Кондратовичус заверяет, что ситуация под контролем, но признает, ресурсы будут усилены при малейшей эскалации. Третий удар по зданиям ТЦК за неделю. Утром обстреляли Кременчуг. Об этом сообщают в сухопутных войсках Украины. Это уже 3-й подряд случай поражения объектов мобилизации. Ранее под огонь попадали военкоматы в Кривом Роге и Полтаве. Местные жители Кременчуга описывают мощные взрывы и последующие клубы дыма. На место сразу прибывают экстренные службы. Пока информации о пострадавших или разрушениях нет, сухопутные войска сообщают, среди личного состава и сотрудников ТЦК раненых и погибших по предварительным данным нет. Тем временем уточнена ситуация в Полтаве. 3 июля там обстреляли 2 ТЦК, городской и областной. В результате 2 военнослужащих и 2 сотрудников получили ранения. И еще 2 погибли. Речь идет о целенаправленных ударах, как отмечает спикер сухопутных войск Виталий Саранцев. РФ стремится сорвать мобилизацию, атакуя ключевые узлы комплектования военнослужащих. Он обещал закончить ее за сутки, потом за 100 дней, но теперь Дональд Трамп впервые признал, возможно, он не сможет остановить войну между Россией и Украиной. Во время полета Трамп вещал с борта номер 1, цитирую его: «Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдет это или нет», но подчеркивает, прекращение войны остается его приоритетом. «Я хотел бы, чтобы это произошло», — говорит Трамп. Мы им помогаем и будем продолжать помогать. Ситуация довольно тяжелая. Посмотрим, что будет дальше. Я уже говорил, я был крайне недоволен своим разговором с Путиным. Кажется, он настроен идти до конца и просто продолжать убивать людей. Это плохо, очень плохо. Мне это совсем не понравилось. Эти заявления прозвучали после его звонков Путину и Зеленскому 3 и 4 июля. Первый, безрезультатный. Российский диктатор снова повторил, что не пойдет на перемирие, пока не будут устранены первопричины войны. «Я не достиг никакого процесса с ним», тогда говорил Дональд Трамп. Практически сразу после разговора Россия нанесла по Украине самый масштабный авиаудар с момента начала войны. 539 дронов и 11 ракет. Путин культурный и воспитанный человек, а вот эти вот обстрелы Украины – это, видимо, от чрезмерной вежливости. Российских пропагандистов очень интересует, почему же Владимир Путин взял трубку в разговоре с Макроном, отвечает самый главный дипломат РФ. Ответ очевиден, и ответ заключается в тех принципах, которыми руководствует президент России, по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога. Но, видимо, это не касается диалога о прекращении огня в Украине. Но это такие мелочи, кто на них обращает внимание вообще?
Голливуд будет завистливо смотреть и пытаться вывести хотя бы короткую пиратскую копию фильма, чтобы показывать в американских кинотеатрах. Шедевр будет скопирован и останется на века. Первый российско-талибанский проект, который еще недавно показался бы невозможным, по данным пропагандистского канала МЭШ, в стране стартуют съемки первого российско-талибанского фильма. История будет основана на повести Аркадия Гайдара «Горячий камень» и расскажет о буднях ветеранов горячих точек. Сценаристом и режиссером станет военкор Виктор Хоменко, который якобы провел 8 лет, снимая материал в Афганистане. Подтверждение этой информации от самого Хоменко пока не поступало. Проект появляется на фоне сразу нескольких симптоматичных шагов. Россия де-факто признала власть Талибана, а Верховный суд приостановил запрет на деятельность движения, которое ранее считалось террористическим. Совместный фильм может стать не просто культурным жестом, а сигналом грядущих официальных изменений в отношениях между странами. И если «Горячий камень» Гайдара о моральном выборе и совести, то символизм происходящего вызывает совсем другие вопросы. Сенсация: в Перу найден древний город, который старше Мачу-Пикчу и мог связать джунгли, горы и океан. Археологи откопали город Пенико, ему примерно 3500 лет, и это делает его старше Мачу-Пикчу почти на 1000 лет. Причем это был не просто город, а ключевой торговый узел, который соединял побережье, джунгли и Анды. Настоящий древний хаб Южной Америки. За 8 лет ученые нашли до 18 построек: храмы, дома, украшенные скульптурами и рельефами. На центральной площади изображение путуту – это музыкальный инструмент из раковины, а внутри глиняные фигуры, бусы и ритуальные предметы. Все это говорит о мощной культуре, про которую раньше почти ничего не знали. С воздуха видно главное – огромная круглая постройка на склоне холма на высоте 600 метров, а рядом следы каменных и глиняных зданий. Пенико появился, вероятно, после климатической катастрофы, которая уничтожила цивилизацию Кораль, одну из старейших на континенте. Ученые считают, что Пенико стал ее продолжением и важнейшим связующим звеном между культурами. Город мог изменить всю карту древнего мира в Америке. Что еще скрывает земля Перу? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.